Мои всем приветствия, кто заглянет, и кто уже звонит. Просто о нем приветствуем. Так, нам с этим кренделем поговорить, но я, кстати, уже тут к ним заглянул и заметил, что в диалоге есть проверка на логику, а у нас с логикой, как обычно, плохо. Ну, по крайней мере, нашего персонажа. И сейчас можно сделать все, что угодно, чтобы поднять несчастную логику. А поскольку я не помню, какие вещички дают логику, вот серьезно, вот очень неудобно, что здесь нет фильтра. Или хотя бы, чтобы, как бы сказать, как называется, точками соответствующими отмечали. То есть, допустим, вот здесь трепет, психическая волна. То есть это психика и туловище. То есть в фиолетовую и красную точку поставить. Чтобы я знал, что если я ищу логику, я мог на синенькие точки навести только и быстрее бы проверил. Ну ладно. До сих пор не пойму, error так и должно быть, или у меня просто что-то сломалось? Так, не то, не то. Минус логика, нам она не нужна. Визуальный анализ, сумрак, драма. Короче, все плохо. У нас выбора нет, но тут не... А, проморгал. Призрак, приветствуем. Егор, приветствуем. Как дела? Ну, как сказать... тупим, не знаем, как заканчивать квесты, потому что вот Егор сказал, что если я сейчас рыпнусь, все, хана всем квестам, финальный забег и трибунал, а может и расстрел. Ну, в принципе, ожидалось. Так, теперь переодеваемся. Эту хрень снимаем. Тише, в смысле играть громкая? Да я вроде не менял ее настройки. Может, это просто эти мужики тихие? Просто я зашел сейчас вот это. Ну ладно, я сейчас непосредственно в OBS снижу громкость. Правда, вы от этого можете их не слышать тогда по итогу. Ну, до 49 сейчас уменьшу звук. Hi again. So, how things going? Не менял. Просто у них, видимо, тут просто громче это окружение. And? What happened? Так, мы поговорим с Человеком-крабом. Oh man! Who is he? What did you think? Ну, по-моему, более-менее из этих вариантов средний, просто сказать, что он говорил, и все. Really? Interesting. What's he doing in the church? Ну, судя по всему, в этом там он молится и проповедует. No matter. Is he gonna be a problem? На Рика из Рики Морти похож. Кто из них? Yeah, Noid is right. Let's get back to the point. What are we gonna do about him? These guys will never catch him. You will never catch him. There's nothing to do. Ну, вообще он сказал, что не имеет ничего против ночного клуба в церкви. I don't know, man. Doesn't it feel like a major hindrance to you? A spooky guy climbing around when all the guests are trying to have nice, friendly hyper time? Не переживайте, мне кажется, вам вообще по барабану, как и другие люди. I guess it's not a massive problem, now that I think of it. Everyone is welcome to dance till the morning light! Yeah! Да-да. Maybe. I guess we'll figure something out. Okay, but what about the other spooker? The one in Grandma's clothes? Did you see her? Как раз ломали у компьютера, когда появился Саома, бывший ведущий программистка Fortress Accident. A programmer? That's odd. What was she like? Did you ask her about the nightclub? Она сказала, что вы, ребята, были не до конца честны со мной относительно своих планов. Come on, man.
Who will you trust? A spooky programmer or us? We just want to make the world a better place. Feel the love! Get down and feel it! Блин, я забыл ботинки переодеть. A half-hearted sell of something which does not seem worth buying. И какой из этих вариантов нам риторика подсказала? Ну ты говорю, ну почему не подсветить, какой из вариантов нам дала риторика? С какого хрена должен тут гадать сейчас? Ну, допустим, исходя из слов риторики, это второй вариант. You'll get there, believe me. When we've got our gear set up, things will be flowing and pumping. Anyway, now that it's settled, how did she seem? I mean, disposition-wise, about the dance club idea. Ja oder nein? Rocking it or dropping it? Она против. What a pity! That's my favourite thing in the world! And she doesn't like it at all! A shame. What can we do now? Do you see a way out of this jam? And into a laser-lit future of dance and unity? Unity! Dance! Она совершенно ясно дала понять, что не идет оттуда, пока не закончит свой проект. And you can't just evict her? Нет, я не собираюсь ее выгонять. Придется найти какое-то другое решение. Look at you, honor man! Мужик, сейчас за нас укушу. No, Noid. He's right. Maybe we've approached it the wrong way after all. I'm sure there's a workaround. We can make a deal not to bother her. If that's okay with her, we only want to get in the church and spread the joy and ecstasy of music. The lines in the dark exist. Coexist. At least Crabman seems like an advanced being. He's hard. He'll understand. Yeah, he can do his climbing thing in the tower. And the programmer, does she like Nordic dance music? Вообще не нравится ей ваша музыка. Egghead cannot believe what you just said. It makes him pump the jam a little slower for a moment, but then he returns to the full swing of it. No worries. We'll figure it out. If coexisting fails, you can always muscle her out, right? If it's all okay with you, what do you think? Выгонять не собираюсь, но пытаться уговорить можно. Excellent. Good luck, my friend. Так, не понял. Ага. Я только не помню, он себе здоровье сломал, когда попытался их понять, или нет? Ладно, ща еще раз прокинем, раз нам еще раз разблокировали. Не, а чего бы нет. Goodbye, officer. Прощай, мужик. Так, где тут шапочка? И тупые очечки. Нет, не эти. Я уверен, что вы носили какие-то вот очечки. Ну что ж. Hi again. So, 58. И... Number of things Oh. don't add up. Let's take a look. How about gather around, kids? Хорошо, драма. Ну что ж, детишки, давайте расскажу вам сказку. The young speed freak puts down a busted capacitor and looks at you. The one with the large head seems very enthusiastic about whatever you have planned. Кстати, проверка прошла успешно. Не в смысле то, что проверка вот этого броска, а то, что оказывается, да, действительно, если мы получаем какой-то дополнительный бонус на модификатор путем своих действий, это считается как повышение навыка и разблокирует нам проверку. Ну, хоть что-то полезное из этого вынесли. Their would-be leader is less amused. Давным-давно, не знаю когда и где, но тут явно не обошлось без предательства. Я заболел и превратился в тень, что сейчас перед вами. Но у меня есть основания, полагая, что до того, как это случилось, я был детективом полиции. but you still are. И я достаточно неплохо справлялся и дослужился до звания лейтенанта Ефрейтора. Мог бы стать капитаном, представляете? What happened?
Вот хрен знает, как продолжать. Окей. Со мной случился я. That's a real downer. Да. Ну что ж, даже с того момента прошло 1000 лет, во мне еще кое-что осталось от прежнего детектива. The young speed freak is silent. He senses something is wrong. Дело ведь не в открытии клуба, палатка забита лабораторным оборудованием для производства наркотиков. Я просто не знаю, какой из этих ответов нам подсказал эмпатия, ее просто ее нахрен. I have no idea how you arrived at that conclusion, but it's wrong. Look, we even have speakers. One speaker. They have one speaker. А где вы, братишка? Он что, потерялся? What do you mean, friend? Второй динамик, у вас ведь только один. It's a one-speaker system. It's monodynamic. You wouldn't know the first thing about sound reproduction in anodic music. Other speaker. This may be the brain damage talking, but you've definitely never heard of monodynamic or one-speaker systems. А дистиллированная вода? And of all cellular-based life, what's your point, Lawbringer? Ну и как заключительная вишенка на торте, у вас нет наушников. What do you know about spinning tape? Nothing. Я знаю, что вы их заложили. Скорее всего, чтобы купить лабораторное оборудование и сырье для наркоты. I'm sorry, but there is no lab equipment and no drug ingredients. Недостаточно. No shit. Короче, вы пытаетесь использовать полицейского, чтобы организовать нарколабораторию. That's... Come on, that's... Незаконно. I meant to say, not true. Да и Саона со мной Fuck, согласна. man. What do you mean, do? There's resignation in his voice. He's almost ready to drop the act. It wouldn't take a lot of pushing. Спасибо, эмпатия, а то по этим диалогам ни хрена уже не понимаю. Правда, я уже начал торопиться, это плохо. Это очень плохо. The optimal way to go about this would be indifference. It begins by you telling him you don't care about any of this. Так, внушение. А ты уверена? Ну ладно, внушение, я тебе поверю, хотя я тебе не верю. Really? Конечно же нет! Or else, Ну, для начала тогда я не буду выдать подкрепление, и вы не окажете на семье подсходимых. Хорошо выговорил. Okay, man. Okay. Things are just so hard for an entrepreneur in this city right now. It's not like we lied when we said we want to turn a church into the wickedest club in East Revershow. Because we do! We totally do! Кстати, вот про ту хрень, которую нам за 3 монеты предлагал тот мужик приобрести, я сейчас подумал, возможно, ее можно было у него выкупить и заложить в ломбард. Если нам эта хрень не нужна. Может, там было бы дороже? Но это не точно. Это надо было проверять. И то я не уверен, что это сработает. Влад, приветствуем. We just need to turn it into a speed lab before. to get our foot in the door. А я вам зачем? Like I told you, spooky arseholes moved in while I was getting all this stuff together. A month ago, the place was empty, and now it's all spooked up. Ну не такие уж они и жуткие, правда? No, man. They're spooky, all right. It's just that they would also probably call the police if we started cooking speed in there. But the sign was way off, too. I couldn't feel the love at all.
Бывает такое, что сторонничество пускают разные варианты, в этот момент игра превращается в шизу. So, what now? This is it. Judgment time. Не, ну мы уже обещали, что мы их не будем арестовывать. Гнать бабло, ну нахрен, это не наши методы. Выгнать их на мороз, ну, опять же, это не совсем в нашем духе. Мы жалкий коп, в конце концов. Нам всех жалко, и мы всегда жалеем обо всем. Так что давайте в рамках закона. Никакой нарко-лаборатории, только клуб, а на одной музыке. Yeah! I knew it. It's impossible now. No, Andre, it's harder now. This hard cop has come to show us how much the fish is, and the fish is always so much more. We all know there was never going to be a club for hypnotic music with the Speed Lab. Now it has a fighting chance. При чем тут рыба? There needs to be a club for hypnotic music in there. Needs to. Everyone hates each other. Everybody hates it here. It's all just drugs and we're slaves and I can't. We are running out of time. We need a win, Andre. I promise this will be a win. We won't cook speed in there. We'll do it clean. We'll do it true. We'll do it sober and real and beautiful. This will be a victory for the light. This will be nothing. Трепет, это еще депрессухи подкидывает слегка. You can hear the ice crack underneath you. Outside, the last century waterfront development is crumbling in the wind. A grape-shot row of falling houses. And so is Rue de Saint-Giraud and all the houses on Main Road. The old cinema is sinking underneath Villa Labos. Погодите, вы это чувствуете? What? Ничего, будем считать профилактику преступлений. Но я за вами слежу. И там это должен быть жест, типа, ну, как-то... я не знаю, как он называется, как его показать, не показывая. Okay, we'll try to do it without the drugs. В смысле постараемся, мужик? Я тебе сейчас твои вот эти вот шипы обломаю и внутрь засуну. We'll do a straight club up in there, spinning the maddest reels, and nothing but. I swear to God. Okay, Egg? From here on, it'll be straight all the way. Окей, прощайте. Goodbye, officer. Так. Детектив Кусто, мастер работы с молодежными проектами. Так, можно мне о чем-то поговорить? В частности, о том, что произошло. Hello again. Вы, поддельники, пытались использовать меня, чтобы организовать нарколабораторию. Полагаю, ты знала про этот план. I did, and I'm sorry. For what it's worth, which isn't much. This is why I didn't go into the tent. Typical delinquency. You don't get to choose your posse, they choose you. Mine are idiots, but they're mine. I tried to talk Andre out of it. I even tried not to lie to you. Indeed, she merely tried to omit the truth instead. Потому что нам-то не плевать. Ладно, просто обозначим, что это сокрытие правды. Ну, тут есть маленькая проблема. На самом деле, вот в ее позиции я согласен с тем, что если она умолчала, я не знаю, что соврала. Я бы к этому лично, вот, ну, и не персонаж, вот именно лично, я бы к этому отнесся достаточно снисходительно. Но нам такой возможности не дают. I know, but I knew you'd see through their plan too. I'm not an idiot. I should have been able to control them, and I will in the future. I promise. May I ask, what did you tell them?
Делайте своим клубом, что хотите, только, пожалуйста, никаких нарколабораторий. Thank you. I'll get them under wraps, I promise. Окей. Так, а для чего мы должны были завоевать у доверия, я не помню. Чтобы он рассказал о своих товарищах, которые в говно. Это вот это надо будет выбрать потом. Но пока что нас это не интересует. Пока идем обратно в церквушку. И да, если честно, я пытался найти информацию о том, где искать точки выстрела. И ни хрена не понял, потому что одна из точек написано находится справа от церкви. Где, блин, хрен ее знает, это должно находиться справа от церкви у них. Ладно, сейчас наша попытка вот с этим... так, стоп. Хотя логика ломает, логика. Шапка ломает нам восприятие, сейчас это не критично. Вот авторитет, то, что нам ломают это здесь, это неприятно. Драму мы не должны душить. Эмпатия вместо логики. Внушение. Риторика. Не уверен. С другой стороны... Восприятие сейчас не критично. Ай, блин, как все сложно-то, а. Yes, what is it? По прорехе, а что мы там можем поговорить? А что, если вам не нужно будет отсюда уходить? Я пообщался с Андреем, он хочет договориться. I don't want to make anything work. Погодите-ка, вы вообще не хотите ни о чем договариваться? Yes, anything. I don't want to make anything work. Ладно, я вас понял. Good. Внушение. Минутку. Минутку. У нас тут есть штраф к внушению? Просто убедиться. Штраф к внушению нет. Есть у нас бонусы к внушению. Вот я говорю, вот это просто зашибись. Ну почему нельзя было хотя бы... точечки поставить, чтобы я мог вот так вот их поискать. Ну, в смысле, не так каждый перебрать, а хотя бы нужную выискать. Попытаться. Ладно. Я попробуем. Yes, 97%. Ну, давай, прохни эти 3! Просто... Ладно, проехали. Easy. When her research is done, she can move out. Послушайте по поводу вашего исследования. Вы упомянули, что оно продвигается не очень хорошо. Может, я могу чем-то помочь? What? No, I don't really need any help with the project. Ну, если я помогу вам завершить проект, вам больше не придется жить в церкви рядом с этими туц. Подумайте. She thinks about it. A glassy look in her eyes. A gust of wind brings more snow in from the broken gallery. It touches her hair. All right. Bring me the game's offsite copy from my old workspace, if you really want to help. It's stored on a filament memory, and I'm unable to go and fetch it myself. Что такое внешняя копия? Зачем она вам нужна? It's a backup of my former employer's project, the radio game we were working on. It's stored on a filament memory, just like the one inside this radio computer. She's making it extra simple for you. The backup itself is destroyed now.
but I'm hoping to use what's left of it to pinpoint the exact location of the anomaly. You just have to go to my old workspace and get the filament. Hold on. If it's called an off-site copy, then why is it still on-site? Если память называется внешней, почему она внутри? Oh god, not this again. It is not on-site. It is in the basement. Perfectly safe and not connected to the front at all. Basement? Sounds like it's technically still on-site. Риторика не докапывайся, а. And no, taking it outside the building wouldn't have protected it from the data loss. There's nothing wrong with keeping the backup in the basement. What happened was a freak accident that has nothing to do with how the backup was stored. We clear? С яростью This is и clearly a мольбой. painful topic for her. She must have had to explain herself numerous times. Ладно. Говоря о своем старом рабочем месте, вы имеете в виду студию Fortress Accident в том офисном здании, что на площади? Yeah, that's the one. You can get in through the bookshop. You just have to do some explaining to the bookstore lady. Чё? Ну, кстати, Егор, прошу заметить, даже по этой миссии нас все равно гонит в то здание. Но с того момента мы узнали, что и у владельца книжного магазина есть переход в этой Плезанции. That's her name, I believe. Ладно, а где именно находится эта внешняя копия? Блин, ну у нас уже вечер, она спать легла, скорее всего. Вот жопа. There's this giant ice bear fridge in the building's cellar. It's there. Холодильник в виде белого медведя. Вау. Чувствую, наша концептуализация понравится. Don't worry, you can't miss the bear. It's hideous. Ну, думаю, спрашивать не буду, смысла от этого не изменится, но плюс самим идти. Да и нам в здание надо попасть. Хорошо, я поищу внешнюю копию. Thanks. Огромную монтировку? And here's my Qualsund multi-tool. You might need it to hack loose some ice. It opens everything. If you get me the offside copy, then you can keep the Qualsund. Ок. КР плюс 2. It hurts a bit for her to say this. She's not too happy to be parting with the Kvalsund. Так, стоп. Это инструмент. Открывать запертые контейнеры. Ну, типа, продвинутая монтировка? Ёпрст. Ну, побежали. Ну, там, скорее всего, уже закрыто. Они же в 9, по идее, закрываются. Не успели, блин. Проклятая торговая зона, огромный холодильник в виде бел... Чего? Какая еще проклятая торговая зона? Ну, я все еще не понимаю. Справа от церкви было там написано. Ну, мы вроде от церкви справа все облазили. Банально больше некуда идти. Ну, давайте пройдемся по бережку. Не то, что мне это особо хотелось. Потому что мы вроде как здесь облазили и так. Да шевелись ты. Чего? Ну да, детишки пошли спать, все нормально. Так, ну здесь мы пробегали. Там мы в принципе были. Здесь мы тоже бегали. Дальше я уже не пройду.
Кстати, мы забыли сказать про ловушки, то, что расставили. Ну ладно, ничего страшного. Ты куда ж ты бежишь-то? Не, вот все, вот мы вообще все облазили, но вообще никакого варианта. Даже не близко. Ну, это еще торгует, оказывается. Может, тогда магазинчик открыт? Я говорю, я не могу спеть караоке. Чтобы спеть караоке, мне даже надо отобрать у девочки игрушку. Я, конечно, днищенский коп, но до такого опускаться не собираюсь. Здесь все еще закрыто. Да. Жаль, я думал, что новый инструмент позволит эту хрень сломать. Ну, окно-то да. Окном можно попытаться зыркнуть, но смысла от этого практически никакого. Ну хорошо, вот идем, идем, идем. И у нас нет возможности взаимодействовать с ним. Нет взаимодействия, вот вообще нет. Никакого. А, стоп, раз уже зашли, давайте сообщим информацию. Hello, dear. Так, стоп, а это было уже тут? Good to see a familiar face. Так, мы положили приманку. Thank you for doing that, dear. Где Морел? Her smile is weary. Her earlier ebullience has left her. Morel still isn't feeling well. I convinced him to stay at Gary's to get some rest. I'm afraid the cold has really gotten to him. Я не совсем понимаю, одно и к лучшему, что он замерз, и одно и к лучшему, что он остался. I'm sorry, dear. You've had to drudge through them so many times. Such is field work. A young person's game, as they say. Her voice is shaky. What is going on here? Так, кто будет проверять ловушки? Morel will eventually, or we'll talk Gary into going back out, perhaps. The lieutenant stares at his shoe, caked in mud. He doesn't say anything. Что-то мне подскажет, что снова я. No, you don't have to do that. Enough of this fool's errand. Morel will do it. Or Gary. You have work to do. I've wasted enough of everyone's time. Be real. Gary is not going to help with this. Займемся. That really is too much, sweetie. Thank you for your dedication, but I can see you're coming down with a cough yourself. Ким, наверное, уже пальцем у виска крутит. Very strange. Why is she not letting you do this? It's like she's given up. Лена, что случилось? Вы сегодня странные. Different? How? Answering a question with a question, for example. Defensive isn't her usual style. Вы ведете себя так, будто я на вас нападаю. I'm in doubt, sweetie. That's all. Сомневаетесь? Everyone В чем? is now and then. Эти паузы! It's a strange feeling. I haven't really told this to anyone, but And when a police officer asks, you must answer. О, кстати, эти двое... Или нет, здесь есть, я просто не помню. Не посмотрел, здесь те двое были или не были? do you ever wonder if some lovely story from your childhood is just that? A story? Or a dream? Seeing the Insulindian phasmid was just a story I used to tell people. I didn't really think about whether it was real or not.
Ну, Морел сказала, вы его видели. Вы сами сказали. Morel's so proud of it. He always tells everyone. A terrible sting in the heart. Regret. Но вы, кажется, и правда верите, что видели Флазмида. Разве это ничего не значит? No, sweetie. There's more to it than that. Morel was so eager to believe my story was evidence of the Phasmid's existence. That I'm some queen of the cryptozoologists. That. And for years, his belief made me believe too. That I am a queen, an extraordinary witness to grace. But now, we're both getting old, and he's still working himself sick out in those reeds looking for it. But what if I was just wrong? I think I was. The lieutenant opens his notebook, but doesn't write anything. He's hiding. These things are tough on him. Matters of love, not violence or deceit. Да вы издеваетесь! Красная проверка! An acorn is not the same as the tree. That requires time, diligence, and care. Ошиблись вы или нет, а только ваши отношения с Мореллом не про Фазмида. But it is. We've spent years searching for the Phasmid, hunting it together. Without it, what are we? If I hadn't led him down this path, he could have a steady job lecturing at a university. Чё такой странный аргумент? Типа мы думаем, что потому что мы чувствуем, что вот как-то иначе. Чего, блин? Oh, of course it counts for something. But we've had our hard times too. I was a paraplegic before we met. He didn't know before I arrived. On our first date. If I weren't the queen of the cryptozoologists, if I didn't tell him that story... Скажем, что это не так работает. Maybe. But then why do I not dare tell him? I've wasted enough of your time with this drama. I really must stop talking about it lest I start crying and waste more of your time. What you have to know is the Insulindian Phasmid probably does not exist. Так, судя по всему, я Let us провалил. fools chase our ghosts. There are a million better things to do with your life. Судя по всему, я в этот раз провалил нахрен диалог, потому что вернулись к тому, с чего начали. Но вы ведь не можете быть уверены в том, что вы выдумали его. I'm not sure of anything. Sometimes I still see it, you know. The real memory. Not the memory of the memory, but it's so hard to tell the two apart. Rising, unfolding from the reeds on a hot summer's day, like a benevolent god. Either way, I should go. Poor Morel is running a fever, and I need to get him home to Jamrock before we overstay our welcome with Gary. Вам не нужно уже добраться до Гарри? Oh no, thank you, but I can get there on my own. This old thing is gas-powered. And then a taxi home. Ну It's ладно, not so давайте, а bad. мы ловушки проверим. Когда-нибудь. Еще раз. Я не знаю, когда. Может, сейчас скажут, может, хрен знает его. Really? Really, Kim, really? Oh, sweetie. Please don't get stuck on a dream. Take it from me and Morel.
No one can stop you from finding the phasmid. Можно ваш адрес? Вдруг все-таки будут вести. Okay, it's 1113 Tabernacle Road, Jamrock, but Не парься. A sigh. She doesn't think you'll need it. Мрачноват этот мир. Спасибо, что привнесли в него немного света. you're welcome, sweetie. I'm glad it helped you, even though it turned out to be a... Ну-ну. Да ёпрст. A waste of time. A dream. A lie. Like that, she drives off. The gas engine enters quietly as she gets to the doors, then pushes them open. Outside, it's raining. We should go to... Somewhere out there, a kilometer to the southeast, a gust of wind shakes the felled building, rattling dusty windows, beckoning with strange coldness. To ask the wind once more. Это типа нам намекает, что пора идти проверять ловушки? Блин. А, ну это вот это задание. Не. Труп с дерева тут еще. Ладно, кучу всего мы тут открыли каким-то образом. Ну да ладно. Ну, видимо, будем там по мере возможности проверять. Гард. Can I help you? Ну ладно, гард мне нужно спеть под караоке. No, you don't. It's not happening. You need to approach this situation logically. Ask him why he has the PA system installed if you can't use it. Ну ладно, спросим риторика, зачем вообще громкостью сети не пользоваться? It's for the... It's for no one. It's a prop. I'm not letting anyone use it after the great karaoke catastrophe of 44. В смысле? Нам буквально, когда мы расследовали, говорили, что караоке пользовались. Чё за херня? Ладно, что случилось в 44-м? A lot of people got killed because some arsehole wanted to sing karaoke. Когда играла музыкальная группа? It's not for bands, it's for clients. Some clients, okay? Not you. Эй, я полноценный клиент. Ha! Well, we don't have any tapes. They all got stolen. Не беда, моя песня при мне. The man in the vest and the violet shirt stares at the tape you've just given him. He begins to frown. Hard. This is the look of a man who's defeated. He knows he's out of excuses. Fine, fine. Climb on that stage and do your thing. Just get out of my hair. I'll plug... Эй, блин. Time to do the damage. Прощай. А что мне нужно, чтобы пропеть-то, алё? Выйдите вечером на сцену. Вот как раз вечер, вечерей некуда. The stage is all set up for your performance. Feels silent. You can hear the pellets creak under your feet. You feel a little dizzy, a little unsteady suddenly. So, are you ready for your thing now? Let me know when I should turn on the karaoke carousel. Минуточку! Ща мы истинно драматический этот момент создадим. Уже. Уже чувствую, как драма накатывает. Так, где? Я просто, опять же, не запоминаю, что за к чему, потому что... А хрен его знает. Но вроде бы все, больше драмы нет, да? Так, это восприятие. Ладно, пока с ним. Ничего драмы нам не режет. Ну что ж. Каковы шансы нам облажаться?
The stage is you feel So, are you ready for your thing? 58%! Let me know Где when I долбаная should turn драма? on the karaoke carousel. Ну что ж, ладно, допустим, у нас есть 2 шанса. Сейчас и 1 на драму еще может закину. Но не чаще. Протестировать? immediately a loud feedback noise startles the room. You feel like an amateur. How are you supposed to hold the mic? Should you Ай, hands? блин. Where do you put your hands? Ага! Отлично, я себе только хуже сделал. Что может прекраснее? Давайте еще облажаемся The вот bar здесь is вот. full and buzzing with chatter. No one is paying you any attention. But still you feel your knees turn to noodles. Okay, now a couple is looking at you. Even you're sweating. They are going to hate you. Отлично, замечательно. Ким, хоть ты морально поддержи, ну или убей окончательно, чтобы 3% осталось. The air is thick with, and someone dims the lights Ну и as the всё. music starts. A lump's in your throat suddenly. Просто замечательно. I would often go there Мы нашу копу слушали, to кстати. the tiny church there. The smallest church in Sansan. Though it once was larger. How the real may rest there. Down through the mist there. Towards the Seven Sisters. Towards those pale cliffs there. I would often stay there. In the tiny yard there. I have been so glad here. Looking forward to the past here. But now you're all alone. None of this matters. At all. Да. Ну, это, конечно, самая ублюдочная подстава, которая могла быть только вот в данном случае сделана. Ну, точнее, из всех подстав, которые здесь были, вот это вот самая ублюдочная. Когда ты не должен, оказывается, подготовиться, а просто орать. Нахера так делать? Я вот просто вот не понимаю. Вот нахера? Банально, нахера? То есть я могу понять просто, когда удача или неудача на кубах выпала. Но как ты просто проверяешь возможности и тут получаешь себе в рыло 2 штрафа, нахера так делать? Do you hear that? The most pathetic applause in the world. Made of pity. No one liked you. They think you're a joke. Да-да, не зашло. Your words echo in the karaoke mic. People talk in the distance. A couple tries not to look at you. Quit yelling into the mic. А, ну то есть я даже не могу нормально отреагировать, только чисто истерить. Ну охрененно. You hear? I'm gonna unplug the mic now, okay? Да, 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 That's все it. делишно, That's все all. замечательно интересно.
Behind the dockworkers, a ceiling-height window. Nothing. Just black. Ну и хрен с ней. Что еще провалить? А, птицу. Так, нет, у нас нет уже птицы. У нас там тоже какая-то херня. Чисто время прокоротать. Ну ладно. Так, не та вкладка. Так. Ким, сваливай отсюда нахрен. It's getting cold. Прощай. Good night, officer. Да, не рад тебя видеть. Сейчас вообще ни разу. Что-то. This coastal wind still howls against the window of the shack. Occasionally, the waves crawl in under the foundation, producing a low hum. The room feels muffled, like you pulled your hat over your ears. Outside, it is cold and windy, but you're inside, and it feels safe and warm. What is this place to you? Ну, вы что это база операции. Overhead, you hear the forlorn shriek of seagulls. Far below the birds, a wooden boardwalk filled with abandoned stands, tables and benches, echoes from a long-lost time. A middle-aged man stands in a rundown shack on the edge of a fishing village, listening to the heater hum on the wall. Говорю, у тебя странное ощущение за беспристрастие оценку текущей ситуации. Outside, the howl of the wind has picked up. The waves crash against the stilts again. It's as if you think the thought, but in someone else's voice. Revachol forever. Все, поговори с внутренним голосом. Валим отсюда. Валентин, приветствуем. As you hold it in your hands, it makes an uncomfortable crunching sound. Ну, у внутреннего голоса вообще свои, так сказать, настроения. It's a sordid, filthy tale, not for the weak. Are you sure you can stomach it? It occurs to you that you're not even holding the jacket itself, but rather the thick crust of jetsam and seagull shit that ensconces it. Самое забавное, что мы не потеряли 2 часа, смотря на дилижанс, мы уже сейчас могли проникнуть в здание.
It smells like a dead sea creature, tangled in grey strands of seaweed. It must have spent quite some time in the water before the tide deposited it ashore. Ладно, из чего это сделано? Somehow, it was carried or dragged to the boardwalk. If not by human hands, then perhaps the feral dogs that prowl the beaches at night. The faint impressions of many footprints are also present, though it's impossible to tell what kind or how many. Suffice to say, the jacket spent some time on the ground before someone draped it over the railing. А затем... The crust is hard. This jacket spent at least a day baking in the sun. Who knows what happened to it then? Somewhere, high above the city, a pair of seagulls trace loops through the air. В смысле? Мы с Кимом на пару любовались 2 часа долбанных этой каретой. They are like the bombardiers of the aerostatic brigades, gliding above a target-rich environment. Я говорю, эти 2 часа, как раз таки этих 2 часов, ну хотя бы 1 часа, нам не хватило, чтобы успеть в магазин, чтобы прокрасться в то здание. Ну, другое, которое не это. All of a sudden, the Bombay doors open, and their white glittering payload rushes to the ground. Splat, an explosion of white on a man's shoe. A curse goes up, but the birds do not hear. It's too late. You've already thought about it, and now your hands are covered in muck. Фу-фу-фу. Now you're just flicking that shit everywhere. This is a disaster. You'll never get the smell out. Да, начхать. The old woman, the buzz of it. There's a gap where the name of that song should be. А, тут что-то новое You should переписали, ask her оказывается. about it right now. Yes, I can't really sleep anymore. Only a few hours a night. It happens when you grow older. My suggestion is don't. Don't grow any older than you already are. That's old enough. What's troubling your mind? Что за песня? A lullaby my mother used to sing. I sang it to my kids too. It's an old Samaran children's song. Название. Surrender to the night. Красиво. Но я ничего не слышал. Yes, it does. Вот куртка, постирайте. I can wash it for you. But it's going to take about a half an hour. Да без You can't проблем. stay put for that long? Как видите, мы уже никуда не торопимся. Hell yeah. No, we must run around ceaselessly. It would be torture to stay put. Well, hand it over then, and I'll see what I can do. Must say, I'm proud of this one. It's pretty nice underneath all that filth. I hope you'll have an easier life in your hands. Это было не полчаса, это было минут 10. Кругом обман. Чё? Болевой порог и сумрак? Ну ладно, боевой порог ясно. Короче, сомнительная херня. Ну ладно, в коллекцию просто. Лучше если коробки ты поймал. Ага. Ну, я говорю, если бы это просто провал, то хрен бы с ним. Но серьезно, у нас тупо есть вариант диалога, который ты очевидно прожмешь, чтобы проверить возможности, и тебе просто тупо 2 штрафа в лицо кидают. Охрененная логика. Hi, the sea's gonna calm down soon. I can feel it. The wind is turning southeast. What's on your mind, officer? Так, внушение. Я не знаю, зачем нам это, но надо искать внушение. Или хотя бы от штрафов к внушению. Хотя вроде штрафов на внушение у нас нет.
Так, проверяем, где долбанное внушение. Hi, the sea's gonna calm down soon. I can feel it. The wind is turning southeast. What's on your mind, officer? Ну, давайте поговорим, может, еще штраф словим. Нам-то что? Хотя, стоп, мы разве не спрашивали, про кого мы ищем? Плевать. Oh, that's good to know, I guess. Why is it in the sea? Я почему, что мы за этот штраф получим, но будем честны. This calls for a funeral, if you ask me. Предлагаешь почтить память Остова моей бывшей кареты? Aye. Feels deserved, don't you think? Falling in the line of duty like that and all? Какая странная мысль. Может быть, и стоит. Why odd? Our things are a part of our life world. They're made with our human sweat and they share human history. We should care about them as we care about humans. To some extent, at least. Рафаэль вроде искусство делать через жопу, так что не видно, что подготовившись, он лажает. Только вот проблема, до этого ни разу не было такой ситуации, чтобы мы своими действиями при подготовке ловили штрафы. Если бы мы штрафы ловили каждый второй раз, да, я бы еще подумал, а стоит ли рисковать? Но нет. До этого любое изучение обстановки нам давало плюсы. И вот эта подстава, ну просто на ровном месте. Ладно, но это требует времени, да? Oh yeah. You won't even be able to get it out of the water before early June. And where are you going to bury it? Who to invite? What music to play at the wake? Take it from someone who's been through a few funerals. It's easiest to just leave them there and let nature take care of it. Браться за то, что мы можем сделать? Блин, ну что за персты? Absolutely. Things like what, for example? Поехали. Oh yes, she does. You need to get your drink on. There is no other way for human beings to procreate. Not after 6,000 years of yeast cultivation-based mating rituals. Какая чушь. Okay. Absurdly. She doesn't even understand. Ладно, ладно. Кто бы сомневался, что он облажается. Так, что мы еще? Где мы еще не налажали? Надо вообще во все проверки, которые есть, залезть и просто вот, чтобы он в них обосрался по полной. Потому что может быть веселее и интереснее. А, это сумрак лишь. Ну хорошо. Хотя, с другой стороны, нам трепет может потребоваться. Кстати, надо протестировать скамейку. Так, мы вроде собирались на условное преступление. А смысл? У нас, походу, из расследования-то может потребоваться потратить 89 баллов. Не вижу смысла в этих налаженных проверках что-то докидывать. Внутреннюю империю выбрать? Где? У нас в диалогах вроде бы ее не было сейчас. Так, по-моему, здесь, когда я за кадром бегал, была такая фигня, которая позволяла... Ну давай, ложани. Собака. Даже здесь обосраться толком не может. Гнида бесполезная. Так, что мы тут видим? Угу.
Фотографии революции. Что там опять? Революционеры любят позировать. Ну, 3% некоторых может прокает, у этого и 98 обламывается. А, стоп. А, не, на нем вполне себе все на наблюдательность есть. Что это? Патрон. Хрен с концептуализацией. Патрон. Нахрена? A plaster cast bust depicts a middle-aged man with impressive sideburns. The name on the plinth reads Kraz Mazov. Kraz Mazov, nom de guerre, was an economist and a theoretical historian. He was a leading figure in the Grad side of the turn-of-the-century revolution, where he headed the 9-day government. Mazov is considered the father of scientific communism, Mazovian thought, or Mazovianism. Окей. Здесь живет вот A это. poor communard, from the looks of it. The room is barely bigger than a closet. Окей. Даже не знаю, забрать у него патрон, не забрать. Значит, пристрелить кого-нибудь. Хотя одним патроном едва ли. А если у него есть вооружение, то... Ну его нафиг. Ну все, я больше не знаю, где еще можно ложить с проверками. Валим на скамейку. У нас, конечно, какая-то книжка есть. Мы ее нашли, кажется. Или нет, не помню. Сейчас посмотрим. Вот, какая-то 16 дней холодного апреля. Психологический реализм. In your hands you hold 16 Days of Coldest April by Yekaterina Dahl. The cover image shows a row of concrete apartments, above which span a black and white rainbow. Чтобы узнать, какой ты какаду, нужно купить книжку о какаду. А книжка о какаду продается в магазинчике, который закрыт. Сейчас. Indeed, the book is unusually heavy in your hands, as though the cover were lined with lead. It would do that in Grad. Кто она длинная? You flip through the book. The pages are thinner than you realized, and the type quite small and tightly set. It's nearly 600 pages long. С обратной стороны что? The back cover is dominated by a black and white photograph of the author. Как она выглядит? She can't be much older than her mid-30s in this photograph, and yet, from this cover, the eyes of a sad old woman stare back at you. Валентин, проблема не в том, что мы не можем ее купить. Проблема в том, что магазин сейчас закрыт. In cold, detached prose, the author describes a scene from one of the Yugograd riots in the 20s. Youths overturned motor carriages and set trash cans ablaze, while heavily armored guardsmen dash in and disperse them in a flurry of baton blows. Нет, Егор, я такой вариант не рассматривал. The Yugograd riots took place from 27 to 29. Fueled by ethnic unrest and the state's repressive tactics, these events are often seen as marking the end of a brief period of liberalization known as the Yugograd Spring. Like all such periods, it is frequently memorialized in art and literature. As ethnic tensions run wild, a pair of young lovers meet each other on the street. Somehow, in the middle of all the chaos, they manage to lock arms and look into each other's eyes. Что дальше? Подозреваю, что обоих пристрелили. It would physically hurt you to keep reading. Are you sure? Поехали. They go through a brief and somewhat awkward love affair. О, сейчас In сдохнуть the можем. end, they betray each other and succumb to the absurdity of Gradian life. The man becomes a lens grinder, completely abandoning his former existence. He toils through the daily drudgery at the Lenka polyfabricate,
Happiness and fulfillment have eluded him his whole life. And in the end, he has nothing to do but dedicate himself to the craft. She spends the next several decades standing at a conveyor in a Sosnovo fish processing plant. The smell of fish guts slowly seeps into her hair and skin as every single one of her dreams dies, one by one. Я не понимаю, хрена ли у него физическое здоровье убавилось? The memory of their short time spent together tortures the former lovers ceaselessly until the end of their days. Years pass in solitude, their bodies growing ever more decrepit. Ужас. As life leaves their remains between the soil sheets, their final thoughts are filled with regret. Ну, отлично, мы познакомились с книжкой, жаль, продать ее нельзя. В смысле, японец домой пошел? Что там? Мышь. August 2nd, early late summer. You're getting off the streetcar in Le Jardin, east of the river. Her father and mother are middle class. The nylon of her little jacket rustles next to you in the dark like autumn leaves. Her heels click on the pavement. You're walking up to the gate in front of her parents' house. She takes out her chewing gum and you kiss her. A feeling like electricity flows through your whole body. Immediately, you know that you've entered a completely different world. Вау! Артем, кстати, приветствуем, а ты что-то. Стойкий запах предательства. Круто. Или теперь нас типа глючить будет? Так, минутку. А я не помню. Ну что ж, судя по всему, сейчас будем бегать. У нас все на внимание. И теперь у нас восприятие почему-то 7. 6 же должно быть. Блин, прикольно. Жаль, у меня на мысли уже места не хватило. Ревошолец сомалийского происхождения. Так, ладно. То мы можем осмотреть. Но я тут не вижу ничего, чтобы взаимодействовало с нами. Ну, Артем, ничего не поделаешь, тут просто другие наименования используются. Почти набросил, он 6 лет убивается. Да что-то его знает. Возможно, чтобы это узнать, нам нужно какие-то определенные мысли изучить, но поскольку я не знаю, какие... Опа, тут что-то есть. Но поскольку я не знаю, какие мысли изучать надо, и мы уже кучу опыта просрали на этом, боюсь, я не смогу выяснить всей загадки. Вопрос слушаем. Так, здесь вроде бы ничего нету. Ну-ка, заглянем. Сейчас мы эти +2 восприятия постараемся обыграть на полную. Объяснений нет? Понятно. Откройте, полиция. Откройте, говорю, полиция. Do I have to open the door? О, есть звук. Do you have a warrant? I'm not obligated to open the door if you don't have a warrant. Окей. Так. Ну что, сейчас наши +2 восприятия посмотрим. И сыграет ли еще где-нибудь. Мы же еще, кстати, по-моему, его дела не доисследовали.
Как называется тот мод, который может странно из обычных V4? Нет, не сталкивался с таким модом. Так. Угу. Значит так. Где эта фигня? У нас есть косвенное налогообложение, фейерверк 5000, колдамабадаква и какой-то центр телебилибом. Я могу потратить на что-то из этого ячейку. Если кто заинтересован, выбирайте. Если никто не заинтересован, я предпочту сберечь пункт опыта на характеристики. Ничего. Ладно. Ютубер за это прохождение делал? Ну, честно, не сталкивался. Так, стоп. Я поднимался на тот балкон? Не помню. Жаль, еще сильнее ускорить бег нельзя. Ну ничего, побегаем и перед сном почитаем какой-нибудь из его дел. А может, все его дела. Но для этого надо будет проверить, кстати, скамейку. Если на скамейке действительно можно проматывать время, то нормально. Ну, я честно, не совсем вижу смысл на сервере. Да, пожалуйста, вдруг кто знает. Ну, говорю, на самом деле я не особо вижу смысла переноса реальных стран в АФ. Это как читать, не знаю, фэнтезию, где Гитлер попал к эльфийкам и занялся селекцией. Хрен его знает. Что еще поабсурднее придумать? Да, блин. Вот, что-то видим. И это... Там что-то есть. Погреб по весне. Ладно. Так, туда пока не идем. Нам нужно наверх. Если я правильно понимаю. Так, здесь никого. Здесь тоже ничего. Поехали отсюда. Так, здесь магазин закрыт. Ну да, возможность ему набрать... А, то есть... Стоп. Это здесь, что ли? Что это? Гипнограмма плюс 3 боевой дух? Чего, блин?
А, это просто хилка такая большая, типа. Ну ёпрст, а может что-нибудь пополезнее? Как знаю, что буду пытаться выжить с каждого дня максимум. Ну, скажем так, если бы сейчас вот игра нам по почкам не надавала, я бы, наверное, так не обозлился. И не пытался выжить вот все, что можно. Причем самое забавное, что вот это вот +2 к восприятию могли получить, ну, не в первый день, наверное, но уже на второй, скорее всего. Потому что у нас достаточно давно эта фигня здесь висит. Так, здесь ничего, да? Ничего. Убежали сюда. Так. Блин. Ничего, ничего. Да зайдишь-то. Так, стоп, мне теперь интересно, а вот эти вот +2 восприятия, которые мы получили за мысли, они считаются усовершенствованием восприятия или нет? То есть мы там можем попытаться еще раз на окно... Ой, стоп, стоп. На окно посмотреть или нет? Опа, мужика нет. А обыскать нельзя все равно. Обидно. Древнее прохождение Ава. Кстати, вспомнил, тут недавно поздравляли эавцы. Эх, с лунным Новым годом. Если я правильно их понял. Так, ладно. Валим отсюда. К сожалению, ничего нет. А, стоп. Здесь есть и вот эта вот херня. С ней можно поговорить и обломаться на риторике. Есть ли у нас что-нибудь на риторику? Так. Нет, 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 нет. Отлично. Значит, обломаемся как есть. Чего? А где моя проверка? If anything, it seems to have grown slightly. The container door appears unmoved by your attempt at flattery. A tough nut to crack for sure, but the strongest containers often have the softest hearts. Ну... Внушение намекает, что я должен вот так вот подмазаться? Окей. The door does not respond to your advances. Is it possible that it seems somehow more closed than before? Внушение ты обломалось. Why does this situation feel so familiar? Do you have a history of propositioning inanimate objects? Why are you even trying to open a door with rhetoric? Потому что здесь неприемлемо. Я не знаю почему, наверное, просто силенок не хватит. Have I been summoned? О, кто проснулся? No one needs you. Go away. Дерусь между собой. Отлично. Мы вот теперь, наверное, уже все, что могли, провалили.
Ща, еще по бережку прошвырнемся и начнем читать его мемуары. Стоп. А нет, показалось. В смысле, я думал, что там надо бы подняться, но нет, видать, не надо. С другой стороны, как мы в прошлый раз там прошли? А, мы на крышу забирались. Блин, вот облом. Там прямого пути нет, чтобы быстро проверить. Ну вот, я хотел сюда заглянуть, но, увы. Мне интересно, сам дойдет или заткнется где-нибудь? Надо же, дошел. Неожиданно прям. Кстати, а фонарик? Я действительно... А мы вообще взяли фонарик? Я сейчас не помню. А, ну да, есть фонарик. Не знаю, на какой нам нужен, но пусть будет. Ничего, да? То есть совсем ничего. Ну, даже фонариком светить, куда мы указываем, это, конечно, забавно. Интересно, у фонарика могут батарейки сесть? Так. Ну, теперь идем вниз. Еще раз вдоль побережья и все такое. О, так, стоп, проверить. Акимович, кстати, уехал, видимо. Машинка-то нет. О, хорошо. То есть, да, действительно, можно на скамейке, если что, переждать. Не знаю, правда, как мы с Кимом будем выкручивать в такой ситуации, потому что он обычно отказывается ждать. Но ничего страшного. Ну, тут мы видим уже все, что могли. Захомутали. Давай, давай, шевелись. Так, проверим здесь. Че, правда? Вообще ничего. Ну ладно.
О. Букварь. Будет что почитать? Ну, просто прокликнул, чтобы не отвлекало. Может, книга дает детективу великую мудрость? Узнаем, Рэй, узнаем. Я-то планирую, чтобы он перед сном почитал про свои делишки. А, так, стоп. Я проморгал. Там, по-моему, кто-то писал. Блин, я уверен, что кто-то писал, что выбрать из мыслей. Но я уже... А, вот, вижу. Фейервейзер. Сказал Валентин, что может пригодиться. Хорошо. Надо будет потом взять этот Фейервейзер. Ничего, опять же. Нет, не нашел. Нашли только удостоверение. Ну и машинку, которую он же утопил. Я подозреваю, в конце его повесят. За порчу госимущества. Ну или утопят, раз уж они на островах. Опа. Что это? Все в дырках. Сокровище нужно заглянуть внутрь. Серьезно? Ну тут-то монетка, это окей. Внезапно. Фех. Мало восприятия вкачал. В смысле? Я только один раз мы вкачивал, я не вижу, где оно. Вот, один раз. У нас 7. Ну, хорошо, потом еще одну получим где-нибудь. Может, какую-нибудь шмотку на восприятие получим и продолжим бегать по острову. Но зато неплохо так подзаработали. Монеток понаходили. Аж на 2 ночевки. Ну, сейчас это уже не актуально, но думаю, мы продолжим измерять состояние нашего детектива количеством ночевок. Пошутил, не надо. Так. Опа. Что тут? Может, еще что-нибудь интересное узнаем, увидим?
Открытый молитвенник. Для этого нужно было обладать великой наблюдательностью, да. Валим отсюда. Ну, я так понимаю, кстати, максимальный показатель этих характеристик здесь это 12. Ну, просто максимально показать характеристики 6, ну, в смысле, стартовый. Вот этой вот. 6. Плюс можно будет по 6 докидывать. То есть максимальный базовый 12. Ну, может, за счет вещичек еще там немножко накинуть можно. Так, на кой мы сюда идем? А, я не знаю, просто идем. Детектив нашел место, где может жить бесплатно. Возможно, это была бы и последняя ночь, но Егор был очень против, чтобы мы заканчивали. Поэтому пошли пытаться пробить доп-квест и налажали вообще везде, где только можно. Так, ну, короче, мы вроде бы здесь еще не нашли. Возвращаемся в домик старушки и читаем букварь. Инструменты. Фу, блин. Ну, конкретно это не будет. А, стоп, забыл. Мы же планировали... Так. Фейервейзер. Предложил паренек. Окей. Фейервейзер, так фейервейзер. Жри. Блин, нифига не видно. Не могу сказать, что вне ночи как-то нормально видно. Потому что все равно есть ограничения. Вот здесь прям вот... Ай-яй-яй. Так. Потопали. К сожалению, была возможность это продать. Еще хрен бы с ним. А так у нас этот мусор, который мы даже выбросить не можем. Так. Инструменты. Вот это вот. Букварь. You hold in your hand the colorful primer. The title reads, A Primer for Small Kids. There's a bear involved. То, что надо! This book will show you the score. Get you oriented with those basic concepts you appear to be hazy on. The anthropomorphic bear will give you the lowdown of your life. The alphabet. Every page has one word designating one letter of the alphabet with a faded illustration. Most of them are scientific and cultural principles. It goes as follows. В букваре слова для ознакомления с буквами — это научные и культурные термины? Суровый букварь. A is for azimuth. B is for boreas. C is for cosine. D is for diamite. E is for ellipse. F is for phlogiston. G is for gamete. Я не знаю, сколько перевод соответствует. H is for homeboy. I is for econ. J is for Eura. K is for collapse. L is for laudanum. M is for myriad. N is for nadir. O is for aureole. P is for perihelion. Шутка в том, что в английском языке буквы поменьше, чем в русском. Я не представляю, как они будут тут выкручиваться, но, скорее всего, просто не будут. Q is for quasar. R is for rhododendron. S is for sinus. T is for tricolor. U is for ultra. V is for vector. W is for Wahrheit. X is for xylophone. Y is for Ustava. Z
is for Zenith. И это все. That's it. You know the alphabet now. Ну, блин! Эх, ладно. Где тут? А, не здесь. Вот. It's the ledger you found in the... It takes about half an hour to piece one together, using the system you've devised. A.K.A. Leslie and Burke. A.K.A. The public indecency drunk and the property damage drunk is a cursed case. It has been passed from unsuspecting officer to unsuspecting officer for 10 years. On January 29, the unsolvable case made its way to you. Why you accepted it, it is unclear. Every officer, and indeed most civilians in Jamrock, know it's unsolvable. Для крестьянчества раз детектива этот великий труд всей его жизни. You were so drunk, you didn't remember what it was when you signed on. That, or you were high. Leslie will always take his pants off when he's drunk. Burke will always trash everything. It's just what they do. It is their nature. You cannot change the nature of a man, and you can't lock them away because public indecency and small-scale property damage are not punishable by incarceration. The only way for Leslie to stop flashing his genitals to bypassers and for Burke to stop dismantling signage and rear-view mirrors would be for them to stop drinking alcohol, which, in their 40s or 50s, it's hard to tell because of their distorted features, is a medical improbability on par with you ceasing to produce the expression. Threatening fines, dragging them to the station, locking them up in the hellholes they live in, locking them up in the station, hypnotherapy, even trying to get the local gang of Zemyaki to take them out. The Zemyaki gave them ethanol, so Burke and Leslie would expose and rampage even harder. You tried it all, and still the complaints wouldn't stop, as they hadn't stopped for 10 years. It's plain to see from the files that you, Satellite Officer JV, and Special Consultant TH had more important cases to attend to. You uncover cross-reference to several ongoing investigations, each brought to a standstill every time you drive down Main Street. Because there they are, on the corner of Perdition. And what is Leslie doing? Минуточку. Так, Лесли ведет себя неприлично. Окей. Good, you're learning. If the files are to be trusted, that's all there is to it. That and Burke breaking things, and the fact that they're both drunk. But then again, so are you. The case becomes considerably less comic one day when Burke takes a swing at your ledger. He must have it confused with the property he likes to damage. But the joke's on him. The officer is also drunk. Way more drunk than Burke there. And let's be fair, you also have party eyes. You slam the hardened plastic board in his face, then proceed to beat him unconscious with it. In the process, the ledger sustains damage. The compartment within, reserved for permeable documents, is jammed shut. You stop your assault on the now unconscious Burke to open it, but are unable to do so. The officer began to cry, reports Leslie, who, at this point, is tending to Burke. He came at us, and at us. I think he was trying to kill Burko. While trying to kill Burko, you slowly come around. The permeables compartment is open. You've smashed it open on poor Burko's kneecaps. The good news is, Burke can't walk anymore. Can't get out of his apartment, an invalid. With Burke to tend to, Leslie cuts back on the indecent exposure. Maybe he flashes his genitals to Burke, who knows, but both drunks are off the street. The complaints stop. The unsolvable case is solved. Which is also why the officer responsible narrowly escapes a disciplinary hearing. The end. Do you want to read another one? Суровое решение.
Проблемы. Киборг-убийца с планшетами под шофе. Ну, внезапно. Алфавит стоит потраченного времени. В смысле, букварь. Теперь коп хотя бы знает алфавит. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, давайте я квадратим пулю. It would be very interesting to read about these, wouldn't it? I mean, there seems to be a square-shaped entry wound in the victim's forehead. She's been sitting there for weeks, on her rocking chair, with a square hole in her skull, staring at the wall, her mouth agape. Но? That's all you got. From the half hour you spent piecing it together, all you know is the entry wound was square-shaped. You never found the bullet. And then another body showed up, also with a square hole in his forehead. Серийный убийца? Who knows? Those pages are missing. What next? В смысле, серьезно? У нас не закрытое дело? Don't worry. One day. Ну, это вообще облом. Давайте про диван почитаем. Some assholes brought their couch outside and hung out on it. In the middle of the street, on the roof, on the hillside by the motorway. You know, at an unexpected location. They were young, and they thought they looked cool on it. Не-не, мудяки. Insufferable dicks. Young people are the worst. So anyway, you got a complaint about the damn sofa, or couch, or whatever it is. They were leaving it out in all these unexpected and whimsical locations. They took it to where they also took photos of themselves on it, and smoked cigarettes, and drank coffee because they felt it's intellectual. Cigarette butts, coffee cups, stupid couch. You had to clean it all up, and you did. So congratulations to you. Case solved. Не поймал. No, you didn't have time for that. These notes show that you have what is called a real goddamn job. You don't have time to be chasing down the couch assholes. You have a real job to do. Чё-то незавершенных дел просто что-то перебор уже. Murder. Tum-tum-tum at the hookah parlor was a case originally assigned to an officer called Joseph Mills, who is now dead. Of circumstances completely unconnected to murder at the hookah parlor. У меня внезапный вопрос. А время нашего, ну, в смысле, когда детектив ляжет спать и когда проснется, оно как-то взаимосвязано? А то мы сейчас немножко перечитаемся, и вообще будет печаль-беда. Beaten to death by a throng of Villalobos gang members when him and his partner J.M., only initials mentioned, answered a call one night. It's a sad story, and it isn't really represented in your case files. Stop stalling and get to the murder at the hookah parlor. Блин, даже журнал уже ему права качает. Joseph Mills was on this case that he just couldn't solve. Was doing it solo. Said it was a real nutcracker, a real brain twister. Was on it for, like, a month. The captain got impatient. Shit or get off the pot, Mills. Mills didn't get off the pot. Not yet. He kept at it for a couple of weeks more, racking his brains, running with every theory, as outlandish as they seemed. Still couldn't solve the murder at the hookah parlor. Tough case, he said. Toughest he's ever had. Джозеф Милls был хорошим копом. No, he was awful. Awful sense of humor, too. The worst jokes you've ever heard. Really rapey. Still, he'd been on it for months now. Said it was the final case. Said it was uncrackable. That murderer vanished into thin air. That goddamn hookah parlor was all he talked about. Okay, so the case is handed to you because Mills isn't getting anywhere, and you look into it. Here's the setup. A young man is found dead in a hookah parlor. You know, those places where you go and smoke bubblegum-flavored vapor all day. Что за странные варианты? Относительно чего я должен отвечать?
Типа, здорово, что есть такое место, или тупо вот такие места в принципе, что существуют, или тупо, что дело передали. Вот на что мне реагировать здесь, блин? Ах. Это я уточняю у кого? У журнала, что ли? No, it's soot and water vapor. It doesn't do anything. Ну, хрен с ними. Yeah, really lame. So anyway, young man in his 20s found with his skull busted open, right on the floor of the hookah parlor, in the middle of the day. No one else is in there. Only client that day. In perfect health, too. Some kind of movie producer. Ну, только если ты начнешь все книги из магазина подряд читать и рассиживать жопу на скамейке, только тогда тебе не хватит времени, не переживай. Ну, на все книги из магазина на средств, скорее всего, тупо не хватит. Но, кстати, возможно, на следующий день надо обнести этот магазинчик. Ну, в хорошем смысле, что-нибудь приобрести там. Может, полезно что будет. Там, кажется, были детективные журналы или книги. Я понимаю, что, скорее всего, никакой взаимосвязи с тем, что есть на самом деле. Но вдруг что подчеркнем. Ну, да, я что-то отвлекся. No one enters, no one exits. He's just sucking on his watermelon hookah all morning, all noon, like he usually does. He's a regular. No calls, nothing. Just sucking on the hookah until 15:45. Then bam, he's dead on the floor with his skull busted open, blood everywhere. What happened? How can it be? Mills has no idea. Invisible assassin, movie deal gone sour. Girl at the counter did it. Nothing fits. Eerie. Man just dropped dead. So you go to the parlor. You see cushions around the table. Table's low, heavy, really sharp edge. Накурился, встал, потерял сознание, ударился об стол и умер. See? You can't even read the thing without solving it. Yeah, it was that. Turns out hookah does do something. It turns off your brain's oxygen supply, and you don't notice it until you get up to go to the bathroom. И что он делал там целых 6 часов? Smoking hookah. Didn't you hear? I don't know. Trying to come up with a movie script, maybe. Anyway, that was murder at the hookah parlor. Joseph Mills wasn't a good detective, and about 30 minutes has passed, piecing it together. Next. Все, отлично, завершили. Not much has changed in... Ну что ж, немного узнали о том, что этот тип натворил. Хорошо. Теперь он может закатываться. The bed is comforting, if a bit run down. Still, you've earned a rest. Ну что ж, в этот раз, ну в смысле, сразу отправимся дрыхнуть. Across the room, the heating system hums its soft lullaby. The mattress feels soft and sheets warm. It only takes you moments for the world to fall away. И... Thoughts, baby. О, вот они. A million little lights in the dark. You're one fine instrument, brother. All those faces and all those names. All that laughter and screaming and scheming around. Every corner and every street. Recorded in you forever on Faraday. В вечности. On and on it goes, for untold hours. At the disco where you first asked her to dance. Rising, rising, above the dark curvature, the great wingspan of sleep, studded with stars. Behold, there are millions of them down there. The first time, the last time, the smoke in her mouth, the plotted flowers,
The faces turning, changing. Что это? It's the world, Harry boy, and you're made of it. Every day you're out there, you make more of yourself from it. I'm afraid you can't be unmade now. You can never forget this shit. Какой глубокий выбор. Beautiful. It's stuck on loop, whirling, spitting out words and images. You're the son of the world again. Harrister, a ceaseless agent. Picking up litter and old newspapers. Collecting your little bubblegum wrappers and idiotic picture postcards. Meaningless, meaningless keepsakes. Reading your awful letters and recalling things, aren't you? The endless names of the world. An address book you are. The map of a city. Движущая сила мира. Что если я хочу быть агентом небытия? Ну блин, ну что за выбор? Ну ладно, мы вроде не коп апокалипсис, поэтому выбираем движущую силу мира. You'll go insane if you keep going like this. One more day, and you'll be in the loony bin. I just know you will. And for what, brother man? Да, сны такие, конечно, любопытные, мужиков. For the money, baby. Эквилибристика, ты со своим еврейством немножко отойди в сторонку. Не видишь, мы тут наслаждаемся своеобразным состоянием. For the greater good. Чё? Solving your little crossword puzzles. Doing your tasks. Crossing names off lists. Trying to become some sort of world detector. It won't make it okay. It won't put smoke back in her mouth. Мы продвигаемся вперед, медленно, но верно. There he goes again. He's a real political animal, our Harry. He still doesn't see that it's the world changing around him. He's got no idea what he's in for. Почему? 'Cause only love can break your heart. Ох уж эта лимбическая система. Beep, beep, beep. The alarm is ringing, Harry. The disco circus goes on and on. You barely slept 3 hours last night. Это типа за то, что мы в 2 легли? Или что? You can do it. It's nothing. Do it for the city. Go. Do it for the wind. Ради города, ради ветра. Интересный у него, конечно, мотив. Я, кстати, вспомнил еще одно место, где мы могли попытаться провалить бросок. Ну ладно, уже поздно. Опа, он сидит? Good. You're up. Listen, there's something that's been bothering you for a few days now. Что? It's a suspicion, or a feeling really, that things are not quite in hand around here. Ну да. Every day, things seem to spin more and more wildly, out of control. The center isn't holding. And despite your efforts to moderate and contain these energies, things only seem to be getting worse. Так, давай к сути, что делать? You've got to find out who bears la responsibility. Это что?
the most awesome, terrible thing. It is human nature to crave la responsabilité and to deny it. That's why it must be distributed across many different organizations, agencies, offices, and portfolios. Окей, наш бомжекоп, жалкий коп и так далее, прочие титулы, готов взвалить эту ношу на себя. Whoa, whoa, whoa. This isn't some kind of dictatorship. You can't simply seize la responsabilité for yourself. It must be given by a legitimate authority. Like a committee. И кто будет стоять в этой комиссии? Only the most even-keeled minds in Martinez. То есть наш коп сюда не попадает. Вообще, ни по какой категории. Your half-brother, the lieutenant, is a natural place to start. Даже волна об этом нам говорит. Together, you'll be able to discover who has la responsabilité in Rivershaw. And, if necessary, you'll have the wisdom and expertise to assign it among yourselves. И что мы возложим ответственность. Most likely, your findings will be collected in a report, which will be carefully reviewed by your superiors. Once they've reviewed it, those same superiors will produce a set of recommendations to be taken up at the next meeting of the Standing Committee. Rest assured, no matter what happens, it will be done through the proper channels. Ну, поехали. Заданием больше, заданием меньше. Good luck. Your report is eagerly anticipated. То есть мы буквально, посидев, поговорив сами с собой, должны прийти к нему и сказать: мужик, давай что-то решать. Серьезно? Ну ладно. Так, в любом случае, сейчас нам надо выйти отсюда. Так, нам надо, наверное, что-то переодеть. Логика. Хотя шапку у нас на что? На логику. Ну ладно, давайте. Не то, что нам сейчас логика нужна, например, шапочка прикольная. Так. Ботинки. Восприятие. Эмпатия. Самообладание. Ладно, пока самообладание будет. Так, хорошо, выходим и сохраняемся. Даже если Кима здесь рядом не будет. Подкрутить навыки максимум. Не уверен, что это возможно. Хотя, возможно, где-нибудь мод такое валяется. О, Ким уже ждет. А, он уже с нами. Окей, сохраняемся. Ну и на следующий... Ну, вот уже на этот, получается, день. И следующий стрим. Наша задача поговорить с домофоном. И пройти в магазин. В магазине взять книжку про какаду. Взять книжку про детектива. Ну, надеюсь, она не очень дорогая. Ну и отправиться в подсобку. Наверное. Но это не точно. Посмотрим. Ладно, в любом случае, благодарю всех за внимание. Всем спокойных снов.